10-й день. Мы до сих пор еще до конца не решили, это какой-то просто, это так хочется Финистеру и не можется, но очень хочется, это вот именно вот то понимание. То есть и время есть, и погода прекрасная, но вот есть нюансы, которые как бы хз, непонятно, но очень хочется. Но мы сегодня еще кинем жребий, смотрите, не переключайтесь, куда же мы пойдем, Порто ли, Корунья или Финистера, ну как бы, мы еще будем думать. Вот, так, значит, день 10. Что было у нас вчера? Вчера мы прошли по Сережиным данным 30 километров. Шли лесами, полями, лугами, вдоль железных дорог и ручьев. Короче, как обычно, вот и последнюю часть по Испании. Что мы видели? Видели всяких коровочек, козочек, поничек, зайчиков. В общем, короче, кучу живности. Всех наших видели. Значит, что мы ели на 10-й день? Кучу ели хамона. Блин, какой здесь хамон. Вкуснейший. Невозможно. Хочется здоровой пищи, но вот хамон, сыры. Ой, вкусненько. Утречка следующего дня. Вчера мы прям очень сильно устали. У меня даже не было сил снимать вчерашние альберги. Ну, альберги был довольно прикольный, там дороговат для своих денег, не знаешь, то есть мы заплатили почти 60 евро, и плюс еще я оставил 10 за всякую там вкусняшки на кухне, но тем не менее, отдохнули хорошо, поспали, выспались отлично, то есть было прям сухо, хорошо, здорово. Вот, сейчас идем, очень классно, там вот на горе солнышко встает, ветрички. Вот и 40 отметочка. То есть нам осталось всего-то каких-то 40 километров. С кем мы разговаривали? Ни с кем не разговаривали. Идем как два рака-отшельника, ни с кем не общаемся. В альберге не останавливаемся. Сняли себе за почти 64 евро еще какие-то апартаменты.
мягко говоря, странный. Опять-таки, летом это все было бы классно, то есть летом это все не будет иметь отношения. Но в апреле, конечно, холодно, сыро. Такая каменица старинная. Ее только-только отреставрировали, покрасили стены, там еще, ну, такое. То есть вот мы там чуть ли, наверное, не вторые посетители этого места. Вот. И у нас под окнами какая-то свалка, какой-то унитаз, какой-то бомжатник какой-то. То есть вроде как все неплохо, а вроде как что-то как-то не понравилось. Вот. Не могу сказать, что я рекомендую. А до этого мы пытались вломиться, короче, тоже так интересно. Сняли, значит, ну, это апартаменты. Идем по стрелке, доходим. Значит, начинаем там ключи, ну, в боксе, классические ключи в боксе, вводим номер, который нам дали, вводим, но не подходит один, второй, третий раз там, ну, вдруг там один и тот же номер с третьего раза откроется. Ой, это еще ввели 3 раза, потом я такая думаю, может, открыто, открываю, заходим, а там людей там паспорт лежит, там рюкзаки, мы такие вламываемся, боже мой, надеюсь, они нас не видели, мы их не напугали. Сергей говорит, закрывай двери. Я закрываю, говорю, ну давай звонить хозяйке, кого-то заселили в наш номер, уже такая, значит. Ну вот, мы тут, понимаете ли, а они тут, понимаете ли. А потом такие голову поворачиваем напротив такой же номер, в общем, там все подошло. Да, так что бывают и такие истории. Вот, ну горячая вода там была, и все было прекрасно. Вот, Сергей, рассказывай свои туалетные истории. Ты имеешь в виду мой жопно-сортирный юмор? У тебя есть история, я точно знаю. Истории. Там есть такой поляк. Второй день с нами идет. О. 3-й день уже сегодня, но Да, сегодня значит, бой не встречаю этого... Не-не-не, там все было прикольно. Значит, встречаю я уже не первый раз товарища, который, когда меня видит... Ладно, начну историю сначала. Значит, захожу я дня 3 назад в бар, и стоит чел, берет пиво с кружкой. Я начинаю пробираться мимо барной стойки, и чувак понимает, что я пробираюсь в туалет. Что делает чувак? Он просто отпускает пиво, чуть ли не вот там, вот так вот, и начинает вместе со мной пытаться пробираться в туалет. Причем он идет так все время, что называется, по маленькому радиусу. В итоге я останавливаюсь, пропускаю его в туалет, типа говорю, ну, братан, мне не так надо, давай. Он так на меня стоит, смотрит, кивает головой. В итоге мы, как в фильме «Ирония судьбы с легким паром», вот так вот с ним вдвоем бочком проходим в эту дверь. Я иду просто мыть руки, а чувак с такой походкой победителя заходит в кабинку. История первая. История вторая. Вторая с ним встреча. Значит, мне там приперло, я, значит, забегаю в чудо-барчик. И первым делом бегу в кабинку, сажусь, закрываюсь, там все. И тут проходит минуты, наверное, ну пара минут, и кто-то начинает прямо так вот за дружку дергать. Думаю, о, там, вот, походу, кому-то очень надо. Я вообще быстро заканчиваю дела, выхожу, и возле барной стойки стоит опять этот чувак. И он так на меня смотрит, так кивает головой, типа, опять ты здесь, опять ты здесь. Короче, и в этот момент я такой думаю, этот раз я тебя обогнал, не уступил, обогнал. Сегодня утром он идет, поравнялся с нами, так на нас смотрит, и так на меня смотрит, и так ручкой в перчаточке. Так. И я в этот момент в его взгляде читаю, все твои туалеты теперь мои. Вот, да, и он, походу, да, он выиграл сегодняшнюю битву, потому что я его не встретил, и, скорее всего, он забегал во все открытые туалеты. Подожди, еще всем